Всем добрый день! Вы на канале, где собираются самые красивые и, что самое главное, легкие в исполнении узоры. Сегодня хочу представить вашему вниманию узор, который я собирала сама. Вяжется он очень просто, выглядит он шикарно. Из него можно вязать все, что угодно. Итак, для того, чтобы связать этот узор, нам необходимо набрать количество петель кратное 6, плюс 1 петля для симметрии и 2 петли кромочные. В высоту этот узор состоит из 8 рядов. Но прежде чем мы начнем его вязать, нам необходимо в начале вязания провязать 3 установочных ряда. Первый нулевой ряд. Кромочные мы снимаем. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 3 петли изнаночные, и это является раппортом первого нулевого ряда. Повторяем. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 петли изнаночные. Еще раз. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. И последний раппорт. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. В конце ряда у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее лицевой и кромочная. Второй установочный ряд вяжется по рисунку. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая. Раппорт второго установочного ряда. Повторяем. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая. Еще раз. Изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, лицевая. И последний раз. Изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, лицевая. Петля симметрии провязывается изнаночной и кромочная. Третий установочный ряд. Тоже по рисунку вяжем. Кромочную снимаем. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. Повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночные. Еще раз. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. И последний раппорт. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. Петля симметрии провязывается лицевой и кромочная. Мы подготовили наш образец для начала провязывания узора. Итак, первый ряд. Кромочную мы снимаем. 1 изнаночная. Из 3 петель лицевых мы должны вывязать 1. Но мы должны вывязать это так, чтобы центральная петля была сверху. Поэтому мы поменяем 2 петли первые местами. Вот таким образом. И провяжем все эти 3 петли лицевой за заднюю стеночку вместе. Вот так. Следующая петля у нас изнаночная. А из следующей лицевой петли мы должны вывязать 3 петли. Провязываем петлю лицевой, делаем накид и провязываем ее еще раз. Мы сделали 3 петли из одной. Это раппорт первого ряда. Повторяем. 1 изнаночная. Из 3 следующих лицевых мы должны вывязать 1, предварительно поменять первые 2 петли местами. Подхватываем сзади, меняем
И провязываем все эти 3 петли одной лицевой за заднюю стеночку. Следующая петля у нас изнаночная. Из следующей лицевой мы должны вывязать 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. Продолжаем. 1 изнаночная. Из 3 следующих мы должны вывязать 1 петлю. Подхватываем первые 2, заводим спицу за работу, подхватываем первую петлю, вторую накидываем обратно и провязываем их все вместе лицевой петлей. Следующая у нас изнаночная. Из следующей лицевой мы должны вывязать 3. Лицевая, накид, лицевая. И последний раппорт. Изнаночная. Из 3 мы должны вывязать 1. Провязываем все 3 вместе лицевой. 1 изнаночная. И из 1 петли лицевой мы должны вывязать 3. 1, накид и еще раз. В конце изнаночная и кромочная. Второй ряд. Второй ряд мы вяжем по рисунку. Лицевая, 3 изнаночные, лицевая, изнаночная. Раппорт второго ряда. Повторяем. Лицевая, 3 изнаночные, лицевая и изнаночная. Вяжем так до конца ряда. Лицевая, 3 изнаночные, лицевая, изнаночная. Последний раппорт. 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная и петля симметрии провязывается лицевой. Кромочная. Третий ряд. Третий ряд лицевой вяжется тоже по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых. Еще раз. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых. Повторяем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых. И последний раппорт. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых. Петля симметрии провязывается изнаночной и кромочная. Четвертый ряд. Четвертый ряд точно так же провязывается по рисунку, как и предыдущие 2 ряда. Кромочную мы снимаем. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная. Раппорт 4-го ряда. Еще раз. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная. Повторяем. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная. И последний раппорт. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая и изнаночная. Петля симметрии провязывается лицевой и кромочная. Мы провязали основные 4 ряда. Вот что у нас получается. Теперь мы эти же 4 ряда провяжем снова, но со смещением. 5-й ряд. 1 изнаночная. Из 1 петли мы должны вывязать 3, лицевая, накид, лицевая, 1 петля изнаночная. Из 3 лицевых мы должны вывязать 1 петлю, предварительно поменяв их местами. Вот таким образом. И провязываем их все вместе
лицевой за заднюю стеночку. Раппорт 5-го ряда. Повторяем. 1 изнаночная. Из лицевой петли мы должны вывязать 3 петли. Далее 1 изнаночная. Из следующих 3 лицевых мы должны вывязать 1. Подхватываем сзади. 3 вместе лицевой, изнаночная. Из 1 петли мы должны вывязать 3. Из 3 петель 1. Три вместе лицевой за заднюю стеночку, изнаночная. Следующая петля из 1 3, изнаночная. Из 3 лицевых 1. Три вместе лицевой. В конце петля симметрии изнаночная и кромочная петля. 6-й ряд вяжется опять по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночные. Лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночные. Повторяем так до конца ряда. В конце петля симметрии лицевой и кромочная. 7-й ряд. Кромочную мы снимаем, и опять мы все петли провязываем по рисунку. Восьмой заключительный ряд мы провязываем все петли опять по рисунку. Мы провязали с вами 8 основных раппортов в высоту. У нас прекрасно виден уже узор. Мне кажется, он очень симпатичный. Надеюсь, и вам тоже понравится. Вот такая красота. Давайте посмотрим образец побольше. Вот что у нас в итоге должно получиться. Вот такая красивая у него изнаночка получается. Можно этот узор использовать как основной, либо элементы этого узора использовать с другими узорами. Из него получатся очень красивые кардиганы, джемпера, пуловеры, жакеты, жилеточки,
шапочки, детские изделия. Он очень хорошо держит форму и смотрится очень даже достойно, мне кажется. Вот такой сегодня узор хотела вам показать. Надеюсь, вы будете использовать его в своих работах. А на этом я мастер-класс заканчиваю. Если вам понравился узор, не забывайте ставить пальчики. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы вы знали, когда выходят новые видео. А вам я хочу пожелать хорошего настроения, удачи, всего доброго, любви и мира. Всем пока!